Так, ну, добрый день вам. Меня зовут Владимир, я журналист. Вы не против пообщаться, да, со мной? Под запись или для публикации? Да. Не против? Нет. Как зовут вас, представьтесь? Михайлов Руслан Владимирович. Дата рождения? 07.04.91. И откуда вы? Приехал с города Калининградской области, город Гусев. Там служил. Калининградская, город Гусев. Ну и, собственно, когда вы зашли, у нас началось общение буквально с того, что вы сказали, что вы видели наши видео. Видел? Когда служили. Да. Ну и вы сказали, что они вам не понравились, наши видео. Ну да, там компрометирующие в основном вопросы, обсуждения. Вот там, где, не знаю, там как-то пытаются облить грязью русских, в основном России. Ну, пропаганда. Очень много пропаганды. Что такое, по-вашему, пропаганда? Ну, это пропаганда, это когда хотят влить в массы людей информацию, которая кому-либо угодно. Это, скорее всего, уже... Я не знаю, что это за люди лично, но это какое-то движение, скорее всего. Я в политику сильно не лезу. Я понял. А в чем заключается моя конкретная пропаганда? Ну, когда вы общались с людьми на видео, я точно не помню, про кого эти видео были. Вот, Мы можем в общем брать. Ну, люди, с которыми вы общались, это в основном военнопленные, они были принижены, а вы очень сильно превышали себя и там, своих Скажите, товарищей. пожалуйста, Там, вот вы зашли, я вас как-то принижал? Меня нет, причем-то я просто говорю итоги, какое я видео смотрел, как у меня сложилось впечатление. Ну, тогда, в принципе, можем приступить к нашей беседе. Сначала, мы об этом во всем поговорим, но сначала расскажите, пожалуйста, как вы попали в Украину и что вы здесь делали? Я попал в Украину на автомобильном транспорте 1 июля. На каком? Mercedes, BMW, Audi? На грузовом автомобиле военном на Урале. Ехал в кузове. Вот. Маршрутов не знаю, как бы был тентованный кузов. Вот. А занимался перевозкой воинских грузов сопровождением. Это вещевое имущество, продовольственные боеприпасы. А куда, в какой регион? Мой маршрут стоял в сопровождении, ну, получается, я по маршруту сопровождал машины, колонны. Бывала одна машина, бывало более. От поселка Ивановка до поселка Вишневое. Туда и обратно. Смотря какая команда была. Это что за область? У нас просто много Вишневых. Харьковская область, Чугуевский район. О, Харьковская область, Чугуевский район, теперь понятно. Вы в звании лейтенант? Старший лейтенант. Старший лейтенант. А какая часть у вас? Ну, у меня, получается, 9-й мотострелковый полк. 9-й мотострелковый полк. А где он расположен? Город Гусев. Город Гусев. У вас в подчинении люди чем занимались, вот, когда вы ездили сюда, возили? Загружали, разгружали ящики, коробки. Я так понимаю, что у вас задача обеспечения, правильно? Ну да, сопровождение воинских грузов в основном. В боевых действиях вы участвовали? Ну, как бы в прямом бою нет. Только когда меня поймали в плен, я попал в засаду. А скажите, на протяжении какого времени вот вы занимались доставкой вот этих вот? 2 месяцев. 2 месяца вы возили вот эти грузы. А что были за грузы? Продовольствие, вещевое имущество, гуманитарка, боеприпасы. А какие боеприпасы? Я не знаю, там в ящиках разные были, начиная с небольших, это мелкокалиберные, допустим, вооружения, до снарядов артиллерийских. И как вы попали в плен? Ну, если ничего интересного не происходило и рассказать вам нечего об этом, то тогда расскажите. Но если, может, есть как что-то? Я попал в плен? Да. Нет, может, по ходу вот этих 2 месяцев что-то интересное вы хотите от себя рассказать? По ходу 2 месяцев нет, обычная работа, выполнение указаний. Понял. Ну, как попали в плен, тогда интересно. Ну, я попал в плен вследствие того, что было наступление украинских войск. Вот, мы попали в двойное кольцо окружения. Вот, я вышел из 2 засад, потому что уже войска были со всех сторон. Вот, наше подразделение
получается, оказалась в кольце в двойном. Вот. И когда я выходил, прорывался, получается, 2 раза прорвался, а на 3-м разу, не доходя Вишневки, получается, прошел я 40 километров где-то с 2 бойцами. Остальные уже где делись? Остальные были на своих позициях. Ну, занимались по другим указаниям командира. Вот. Ну, в это окружение, конкретно то, что вы видели, вы попали и ваших 2 бойца, да? Да. Больше никого рядом не было. Остальные попали в другие засады, как я знаю. Потому что уже многие, ну, у меня все калининградские обменялись люди. Вот, я один остался здесь. Вот. Ну, с кем я служил и вообще с Калининградской области. Я и еще один боец, тут добровольцы остались. Ну, не мой он, не в моем подчинении был, только здесь познакомились. Вот. И получается, не успел я дойти до границы наших войск, как попал в 3-ю засаду. Меня и 2 моих бойцов всех ранили. Вот. Я терял сознание, большая потеря крови была, и нас взяли в плен. Понял. Ну, а теперь, собственно говоря, о унижениях и принуждениях каких-либо. Вот скажите, пожалуйста, вы в Украине, давайте я проще спрошу совсем, вы оккупант? Нет. Я военнослужащий, который выполнял приказы. Понял. Нацисты во Вторую мировую войну были оккупантами? Ну да, они оккупировали территорию. Ваше отличие от нацистов? Но это уже очень такой большой вопрос. Нет, небольшой. Вторая мировая война. Давайте начнем с захода, то, что ближе как бы нам по истории. С захода их в Советский Союз. Нацисты заходят в Советский Союз. Оккупируют часть территории. 2022 год. Тоже 4 утра. Начинается нападение на Украину. Россияне заходят в Украину, оккупируют часть территории. Ваше отличие от нацистов? Ну, я изначально говорил, что я в политику не лезу, как бы и сильно и не интересуюсь. Смысл в том, что все началось еще ранее, 2014 года, Что? когда украинские войска начали бомбить ЛНР и ДНР. Нет никаких ЛНР, ДНР. Луганск, Донецк Это, и это близлежащие области Украины. территории. Это области Украины. Понятно, но войну начали они. Нет. Войну начали российские военные, которые зашли, во-первых, в Крым. Ну, вы не первый человек, который это говорит. Вот, но И вам еще 100 человек это скажет, потому что это факт. лично я не присутствовал при этом. Вот это первый раз я попал на зону боевых действий. Вот. Все, кто на стороне Украины, говорят то, что российские войска начали бомбить ЛДНР. Допустим, Россия говорит то, что Украина начала ЛДНР бомбить. Те, кто уже жили и вот даже Мы про здесь Крым с вами находятся, говорили, вы как-то обошли эту тему. Российские войска зашли в Крым? зашли. Оккупировали Крым? Да. Российские войска начали в 2014 году или украинские? Нет, ну Крым и ЛНР, ДНР это уже... Нет, вы же возвращаетесь к 2014 году, но как-то выборочно. Давайте возвращаться к общей картине. Зашли, забрали украинский Крым, оккупировали, аннексировали. Есть медалька в России за аннексию Крыма? У меня? Нет, вообще. Есть? Загуглите, Наверное, есть такая медалька. Сами себя зафиксировали. Вернулись в 2014 год. Началось с Крыма. Дальше ЛНР, ДНР, о которых вы говорите, которых не существует. Есть Луганская, Донецкая область Украины. Почему они вас интересуют вообще? Меня интересует, и я как знаю, интересует. с чего это началось. Да, а почему вы знаете, что это началось с того, что Украина вдруг начала бомбить свои собственные области? Ни с того ни с сего Украина берет и начинает бомбить свои города. Почему ни с себе того это? ни с сего? А Она с не чего? захотела присоединяться к новому режиму, который начался на Майдане. Я как новости смотрел, сильно не углублялся. Вот, именно. Вы политикой не интересуетесь, но вы знаете точно, как все было. Что Украина начала бомбить свои территории, правильно? Значит, смотрите, я вам просто пройдусь по некоторым моментам, чтобы вы потом себе, если вам будет интересно, загуглите. Первые смерти на Донбассе – это украинские активисты, которые были против российских маршей там. Их убили, забили ногами. Из Донбасса выехало 2 миллиона человек. Более 2 миллионов человек. Из них только 600 тысяч в Россию. Мнение этих людей вас не интересует? Они выехали оттуда, потому что туда зашли российские войска. Фактически чуть ли не половина населения выехала. Далее. На сегодняшний день остаются люди, которые все еще считают себя украинцами и которые считают, что они должны жить в Украине.
Это зафиксированные факты. Во время начала мобилизации многие люди говорят, я не пойду, я не буду мобилизоваться, потому что я украинец. Это есть все на видео. Также сможете найти, в том числе и на моем канале. Третий момент. Если бы российские добровольцы, так называемые, с российской техникой, в том числе тяжелой военной техникой, не зашли на Донбасс, то Украина бы не стреляла бы по своему собственному Донбассу, потому что в этом нет смысла. А все то, о чем вы говорите, захотела присоединяться, а не захотела присоединяться, вы уж меня извините, но если вы глубоко интересуетесь политикой, давайте с вами об этом говорить. Если вы интересуетесь только там, где вам рассказали по телевизору, понимаете, что в этом смысла нет. Ну, глубоко я не интересуюсь политикой, но Так зачем вы мне тогда это рассказываете? даже здесь есть люди, молодой которые человек, жили в Луганске. Я понял, я знаю. И рассказывали, я знаю. как Украина бомбила именно их дома. Я завтра этим людям включу видео, где Россия бомбит их дома. Видео. И мы вместе с вами сядем и будем это все смотреть. И что эти люди скажут? Не знаю. Не знаете? Тем людям больше верю, честно скажу. Я понимаю, но вы просто опять-таки верите выборочно. Здесь есть люди из Луганска, Донецка, которые говорят, что их не бомбили? Я таких не встречал. Не встречали? Нет. Хорошо, давайте тогда поставим на паузу. И я вам покажу тогда, вам лично, несколько эпизодов. Я для зрителей скажу, мы сюда в видео, мы здесь из видео, из этого уберем те эпизоды, которые я показывал, мы оставим только их обсуждение. Гиркин, Стрелков, как его правильно фамилия, я не знаю. Он кто, вы знаете? Он россиянин. Он только что рассказывал о том, как они зашли на Донбасс и как они стали ядром сопротивления. То есть вы считаете, что это нормально, что россиянин на Донбассе стал ядром сопротивления? Я и вообще не в курсе, что там происходило. Может быть, он помогал. Понял, это всего лишь его слова. Понял. Далее. Это кто, знаете? Нет. На экране. Ну, Путин. Нет. Снизу? Вот это. Нет. Моторола, Павлов фамилия. Не слышали о таком? Ну, слышал. Слышали. Давайте посмотрим, что он делает. Что он делал только что? Стрелял в разные стороны из гранатомета. Так. Как вы можете это прокомментировать? Ну, не знаю, может, в семье не без урода. Я не знаю, зачем он это делал. Понял. Вот. Может, там никто не жил, а может быть... Понял. А как вы думаете, на оккупированных Россией территории по телевизору людям могли показать о том, что их бомбят вот сейчас украинцы? Могли, может. Так может быть, те люди, с которыми вы общались, и думают, что их бомбили украинцы, а на самом деле это были не украинцы? Не знаю, они очень уверенные люди. Они Я по знаю, что несколько они лет. уверены. Им 8 лет рассказывали по телевизору, что их Украина бомбит. Но они жили там. Да, они жили там. Они жили там. Но вы прекрасно понимаете, что когда прилетает снаряд, вы толком не можете понять, откуда он прилетел. Ну, толком можно понять, если есть хотя бы... Ты видишь, с какой стороны этот снаряд летит. Допустим. Знаете, я ставлю под глубокое сомнение, что человек стоит и смотрит, видит, с какой стороны снаряд слетит. Ну, там как бы слышно даже откуда Хотя прилет теоретически это идет. возможно. Да. А были такие, наверное, не было, или вы явно об этом могли уже забыть, которые слышали выход и сразу же приход? Слышали? Да. А расстояние до украинских войск значительно более длинное, нежели выход и приход, этот, который они слышали. Ну, есть такая вещь, как скорость звука. Вот, то есть выход и приход, они могут быть почти одновременные. Вот, в связи с тем, что снаряд будет быстрее лететь, чем... Понял. сила Оправдать звука. можно все, что угодно. Смотрим дальше. Что он только что делал? Стрелял в сторону леса какого-то. Что по рации говорили? Там непонятно, что как будто их бомбят. Тех, кто по рации говорят. Да. А те, кто по рации говорят, это у них свои. То есть они переговариваются со своими, которых они по приколу обстреливают. Как вы считаете, это нормально? Ну, это ненормально, но там, если даже вот эта личность какая-то там неадекватная существует. Нет, там, эта личность неадекватная, ей музей у вас построили. Я не в курсе. Загуглить вам? Да нет. Вы не верите мне, что ему построили музей? Я, честно говоря, никому не верю.
Не, я Вот, понял. поэтому Фактом я- вы верите? Человеку сделали музей Моторолы. Вот вы только что видели его действия. Моторола – россиянин. Бородай – также еще один там глава, так называемый, россиянин. Гиркин – россиянин. Донбасс бомбили 8 лет, потому что туда зашли россияне 8 лет назад. Ну, кто-то же им противостоял, не просто так россияне бомбили 8 лет Донбасс и Луганск, допустим. Нет. Война началась. Этого, по крайней мере, я лично для себя, я точно не узнаю правды, кто кого начал бомбить. Да, но факт остается фактом. Российские войска зашли на территорию Украины. Зашли? Ну, как я знаю, что русские войска заходили с целью урегулировать мир, а не развязывать войну. Тем более, как потенциального противника Украину я, допустим, лично никогда не рассматривал. Вы считаете, что войска одной страны могут заходить свободно в другую страну, чтобы что-то там регулировать? Но если нужно урегулировать мир, то, скорее всего, да. Если... Откуда вы знаете, что нужно было регулировать мир? Я не знаю, я говорю, если надо урегулировать этот вопрос в сторону мира, то да. Так мы будем говорить как, с позиции «если» или с позиции каких-то реальных фактов? Ну, с позиции фактов я лично за себя могу ответить только то, что я не интересуюсь политикой, это раз, и что здесь происходило. Но тем не менее вы пытаетесь мне доказать, что российские войска пришли что-то там регулировать. Ну, по крайней мере, я пришел с целью этой сюда. Я понял. По приказу. Я понял. А теперь возвращаемся к нашему вопросу. Нацисты тоже во Вторую мировую войну шли тоже что-то регулировать. К примеру, в польском Дансинге, если вы знаете, который они считали своей территорией. Пропаганда тогда вещала, нацистская, о том, что все Германию ненавидят, о том, что ее все хотят захватить, о том, что вокруг кругом враги. Это рассказали нацистам, и они пришли что-то регулировать. Сначала в одну страну, во вторую, потом в Советский Союз. В чем же ваше отличие от них? Мы не фашисты, мы свою нацию не превозвышаем над другими. Тем более у нас Россия многонациональная страна. А я говорил про нацизм. Вот. Ну, вы же сказали, что нацисты зашли. Вот. Как же вы не превозвышаете свою страну, если вы считаете, что вы, как военные чужой страны, можете вторгаться на территорию суверенного государства для того, чтобы что-то регулировать? Как же вы не превышаете? Я точно не знаю, кто заходил. Вы. Вот. Я точно знаю, вы. Мы заходили, по крайней мере, я заходил, когда здесь уже была война. Ну и что? Вот. Это дало вам право заходить? У меня был приказ с целью Я того, знаю, что у чтобы вас был здесь приказ. потом был мир, а не для того, чтобы здесь все Послушайте, о чем вы сейчас говорите? Зайти в чужую страну с боеприпасами для того, чтобы в ней был мир? Ну, вообще-то здесь есть люди, которые могут тебя убить. Да, так не нужно сюда было ходить. Здесь уже была война, когда я лично Да, заходил. я правильно. С какой целью? С целью? Да. Я вообще по приказу сюда шел. Понятно. По приказу это понятно. По приказу. Нацисты тоже шли по приказу. А всю идеологию, как я знаю, здесь это была борьба с нацизмом, вот, и восстановление мира. А что это за борьба такая с нацизмом, когда нацисты, условные, о которых вы говорите, у себя дома, а из другой страны к ним приходят на танках, чтобы с ними бороться? Что это за борьба такая? Приведите мне такую вот аналогию такой борьбы. Мы дома у себя, мы что делаем здесь? Мы Да защищаем. вы у себя дома на Майдане там людей сколько попереубивали. Даже я видел видео, ну не видео, даже почему по вас телевизору. интересует, что у нас было на Майдане? Но это с этого же все началось. Нет, началось с того, что вы думаете, что вы имеете право нам указывать, что нам делать или не делать на Майдане. Вот с чего началось. Я не говорю, что я имею право. Как это? Ну с этого же началось. Вы же с этого началось, а потом вы пришли сюда на танках, значит это дало вам право сюда прийти на танках, верно? Это уже дало командование, главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации понял. уже принял понял. такое решение. Я понял. Так вы оккупант или не оккупант?
Мне территория Украины лично, если лично ко мне обращаться, вот, мне она вообще не нужна никогда была. Понятное дело. И почти сотни тысяч других россиян, которые уже погибли, она тоже, скорее всего, была не нужна. Но это не снимает того факта, что они погибли в боевых действиях в Украине, куда они пришли по приказу, либо, как вы, думая, что они тут что-то от кого-то будут защищать. Знаете? И точно так же здесь не столь важна ваша субъективная мысль, что вам нужно или что вам не нужно, а объективно. Вот давайте посмотрим на это сверху, на то, что происходит. Украина суверенное государство? Да, Суверенное. Вы солдат какой страны? российская. Вы пришли на территорию Украины? Да, С оружием? да, Вы оккупант? нет. Почему? Оружие у меня не для того, чтобы оккупировать территорию, А для чего? а для защиты Защиты кого и от чего? мирного населения, себя. Зачем вам себя защищать на территории Украины? Потому что здесь, по территории Украины, бегают там ВСУ, наемники, которые меня, допустим, брали в плен. Вы понимаете, что вы сейчас вообще говорите? Вот вы говорите, принижая. По территории Украины бегают вооруженные силы Украины. Вы слышите себя или И нет? наемники. Какие наемники? Ну, по крайней мере, меня брали в плен наемники французы. Почему вы решили, что они наемники? Потому что они сами мне это сказали на английском языке. Как именно, что они сказали? На английском языке. Ну давайте, на английском языке. Они что мне сказали? оказывали медицинскую помощь. Дальше. Вот. Ну, что они вам сказали? Как они вам объяснили на английском языке, что они наемники? Да это и так понятно. Можно как бы Нет, было, это знаете... так непонятно. Нет, это так непонятно. Конкретно. Как вы их поняли? Вы знаете английский? Ну, немного, да. Ну и что они вам сказали? Они меня, когда оказывали Как звучит медицинскую слово помощь... наемник на английском языке? Не знаю. Так откуда вы поняли, что они наемники? Ну, они же точно на английском языке не будут общаться в ВСУ. Конечно, Правильно. нет. Двое на английском, а Я 8... спрашиваю, почему вы поняли, что они правильно. наемники? Того факта, что у нас воюют добровольцы с других стран, никто не отрицает. Почему вы решили, что они наемники? Ну, я считаю, что это не добровольное участие, это по-любому наемники. Почему вы так считаете? Ну, кто еще? Я не знаю. Добровольцев с других стран, как бы. Что? Россия не набирает, допустим. Россия набирает зэков, наркоманов, вещевых, и набирает и из других стран. У вас там темнокожие недавно вон шагали. Набирает из Африки. Набирает. Не знаю, не видел ни разу. и не ЧВК слышал. «Вагнер» что такое? Частная военная компания, наверное. Да. У вас запрещено наемничество в России? Да, вроде. Почему у вас открыто работает частная военная компания, если у вас запрещено наемничество? Я не в курсе, работает Видите? она или нет. Видите? А теперь я вам объясняю, кто такие французы. Англичане и другие люди. Это люди, которые пришли сюда добровольно, официально вступили в ряды вооруженных сил Украины и официально воюют. Дальше. Да, не знаю, я их документы не смотрел. Конечно нет, но вы знаете, что они наемники, потому что они вам сказали на английском, хотя слово наемник на английском вы не знаете. Прекрасно. Да зачем мне это слово? Я... Конечно, зачем вам вообще что-нибудь, если вы все знаете и без этого? Зачем вам это нужно? Если вы политикой не интересуетесь, но вы знаете, как и что происходило. Если вы зашли на территорию Украины с оружием в составе российской армии, но вы не оккупант. Не оккупант. Зачем мне эта территория? Она мне не нужна. Так мне не важно, никому не важно, нужна вам эта территория или не нужна. Важен вопрос. Вот, смотрим сверху вниз. Вот суверенное государство. Вот вы на нем заходите с оружием. Зачем? Я же сказал, чтобы добиться... Да не то, как вам сказали. Российская армия, давайте не вы, российская армия заходит на территорию Украины. Что она делает? Защищает Кого? украинский народ. В Харьковской области? Да. А вы знаете, что в Харьковской области выбили российскую армию, уже ее там нет? Я в курсе. Но. И народ там живет прекрасно, как и жил прекрасно до этого. До этого он прекрасно не жил, я там находился и видел, как со стороны Украины обстреливали этот народ. Там же, где и я неподалеку проживал в лесах, то же самое все было. Люди были под обстрелами. Не наших войск. А ваши войска ни по кому не стреляют, да, и в боевых действиях они просто стоят и ничего не делают, да? Ну, как я знаю, наши войска стреляли по вооруженным силам Украины. Показать вам, что вы сделали с Харьковом? Да, не надо.
мне как бы это не очень интересно. Я могу сказать то, что я лично видел. Да, я понимаю, что вы лично видели, что вы участвовали в боевых действиях, в военных действиях, и вы видели перестрелки артиллерийские с одной и с другой стороны. Да. Вам говорили, что вы стреляете именно по вооруженным силам Украины, вы в это верите, хотя вы этого не видели. Прилеты со стороны вооруженных сил Украины вы точно знаете, что были по мирным. Точно. Это точно я знаю. А с вашей стороны они точно были по ВСУ. А с нашей стороны точно по ВСУ, этого уже не скажу. Правильно, я же вам и хотел показать. Вот Харьков, например, где тоже прилетало везде. Я понимаю, что В самом там... Харькове вы не стояли, вы просто его обстреливали на протяжении 8 месяцев. Пока вас не отодвинули на более дальние расстояния, вы его обстреливали постоянно. Крылатыми ракетами Россия обстреливает Украину, как вы знаете, до сих пор. И будет обстреливать, очевидно, пока эти крылатые ракеты не закончатся. Я думаю, они никогда не закончатся в России. Это вы надеетесь на это? Я думаю, что они никогда не закончатся. Или же второй надежда вариант, у меня... когда у нас сейчас поставится нормальное ПВО, чтобы мы могли с ними справиться. И так уже справляемся процентов на 70. Будем справляться на 100. Все. Дальше стреляйте. Зачем Россия стреляет по Украине крылатыми ракетами? Не знаю, я эти ракеты сюда не отправляю. Зачем в России по телевизору открыто говорят о том, что нужно уничтожить Украину, инфраструктуру и так далее? Без понятия. Без понятия. Тоже давно не видел русского телевидения. Я кратко подсуммирую наш разговор. Вы знаете только то, что вас интересует. Да. Вы пришли на территорию Украины с оружием, потому что вам сказали, что вы идете что-то защищать. Фактических данных о том, что российская армия вторглась на территорию Украины, из-за чего началась, собственно говоря, война, вы не признаете. Нет. Нет. Понял. Все, вас никто не унижал. Нет. Все в порядке. Поговорили. Ваше мнение, вот конкретно. Да? То есть, вот Украина суверенное государство. Вот сюда Россия может заходить и делать все, что считает нужным. Не то, что считает нужным. Ну, то, что задекларировала. Ну, то, что сказала. Там, типа кого-то защищать. Имеет право. Защищает. Вот это вот молодой человек и есть нацизм. И это есть пропаганда. Когда пропаганда, таким как вы, рассказала, что вы имеете право заходить в суверенное государство и что-то там делать. Это чистой воды нацизм, который от геббельсовской пропаганды вообще ничем не отличается. Я желаю вам обменяться, поехать домой и дальше жить. Дай Бог. Да.